Ребята, а у нас прекрасное утро. Сегодня у нас четверг. Такая тишина. Все люди едут на работу. Ой, а я встала. Вчера я легла, представляете, в 10:30 или в 11, что-то такое. Сразу после курсов я понимаю то, что мне нужно лечь спать, иначе я просто на следующий день не буду продуктивной вообще ни разу. Вот, я вчера легла где-то в 11 точно. У нас опять комаров дофига. То не было, вот у меня их просто не было. Теперь опять их очень много, и я купила жидкость, такую штучку, да, в розетку вставлять. Вроде бы она мне помогла, потому что потом уже как-то я не помнила про комаров. Уже легла спать и все. Значит, третий день без интернета. Я всю работу делаю через телефон. И я просто не понимаю, сколько нужно звонить туда, злиться, материться. Не знаю, чтобы как-то они ускорили работу. Я просто все понимаю, но когда вы говорите точную дату, допустим, они говорили вчера, то, что его наладят, все будет хорошо. Как бы я на это рассчитывала. Теперь они говорят, что сегодня его починят вечером. И я уверена в том, что этого не будет. То есть как бы меня вот это вот раздражает. То, что если вы сказали, значит, разбейтесь, почините его, в этот день. Потому что вчера уже люди начали замечать, то, что уже сегодня третий день нет интернета, и начали писать в группу. Типа, что это за фигня, когда это кончится и все остальное. Потому что многие работают из дому. Моя соседка внизу то же самое, она мне пришла, отписалась. Многие спрашивают за нее. Нет, она не приходит. Мне кажется, она уже смирилась, думает, ладно, уже фиг с ним. Вот, она мне пишет, типа, Влада, у меня тоже нет интернета, типа, туда-сюда, что-то такое. Я говорю, не знаю. Как бы звонишь на линию, они вечно переносят дату починки, и это жутко раздражает. Вчера написали мне, когда мы увидим вас с укладкой, Влада. Вы знаете, здесь плюс 40, и как-то делать укладку, зачем мне тратить свое время впустую? Зачем? Чтобы сделать укладку, через 5 минут, когда ты выходишь на улицу, все падает. Зачем? Мне и так отлично. Я отращиваю волосы, кстати, отращиваю челку. И вот мой, видите, какой цвет волос? Вот он такой светлый, светло-коричневый такой. Вот. Краситься тоже не хочу, не знаю, все. В прошлом году мне хотелось изменить в себе все. В этом году мне хочется все, я теперь борюсь за натуральность. У меня все будет натуральное. Как это называется? Из крайности в крайности, знаете. Писали также за море пойти искупаться. У меня нет столько времени, чтобы утром сейчас бежать на море. У меня есть время ровно сейчас на завтрак. Затем у меня есть время для того, чтобы дать таблетки собаке. И все, и сесть за работу. Насчет таблеток для собак. Пишут, зачем вы травите собачку. Там был комментарий, так смеялась, зачем вы травите собачку, почему вы не ходите купаться на море. Собачку я не травлю. Собачка у меня заболела, и для того, чтобы эту болезнь, да, чтобы этот дерматит прошел, его нужно также лечить изнутри, соответственно. И как бы там есть и пробиотики, и антибиотики, и антигистаминный препарат. То есть как бы в принципе все, что он выписал, как бы я посмотрела, он ничего лишнего не выписал. Также поддерживающую кожу и шерсть тоже витамины. То есть в принципе очень хорошие препараты. И плюс еще шампунь. Его, кстати, нужно будет покупать. Я за это забыла, видите как. Вот, поэтому ничего лишнего нету. Как бы, соответственно, я его не травлю. И, к большому сожалению, ему приходится пить эти таблетки, потому что без этого просто не пройдет эта болезнь. Как, в принципе, и мы, когда болеем, мы тоже прибегаем к препаратам. И это нормально. Вот, мои хорошие. Ну что, я надеюсь, что через 2,5 недели моя жизнь станет более насыщеннее, и, соответственно, контент мой станет более разнообразным, потому что сейчас, я же говорю, не могу сделать ни шаг влево, ни шаг вправо, потому что я занята. И насчет макияжа тоже, знаете, я вот вспомнила,
как я собиралась постоянно в школу. Вот мне было лет 17-16. И вот я красилась, вот у меня утро начиналось с того, что я красилась постоянно. И кто-то мне из родителей говорил то, что потом уже не захочется ничего. Вот старше будешь, вообще не захочется краситься. Вот знаете, вот сейчас я пришла к тому возрасту, когда краситься я не хочу. У меня максимум это SPF, который я наношу на лицо, потому что солнце светит адское. И гель для бровей. Все. Вчера вот я накрасилась, потому что я на маникюр ездила, а потом я приехала, и очень жарко. То есть как бы тебя этот макияж просто раздражает. Такое ощущение, как будто вот лицо, знаете, вот грязное, хочется его умыть. Ну, да, из-за жары. Так-то я люблю макияж, я люблю краситься, но просто вот сейчас, как бы вот в детстве, мне казалось, это какая-то необходимость, да, накраситься. Просто вот мне необходимо сейчас сесть и наложить все, что у меня есть косметичка сейчас. Не знаю, мне, во-первых, жалко времени, а во-вторых, мне жалко то, что я это все равно смою скоро, особенно летом, потому что очень жарко. Вот, и думаю, господи, SPF и гель для бровей, вообще этого достаточно. Все, больше ничего не хочу. Поэтому на пляж я пойду, дорогие друзья. Я хочу себе сделать выходной воскресенье и, возможно, пойти на пляж, пойти на разведку, по крайней мере, посмотреть, как там облагородили пляж. Кстати, кто с Мерсина, кто живет в Соли, кто ходит на этот пляж Соли, пожалуйста, напишите, чтобы я просто не шла туда зря. Напишите, обустроен ли там пляж. И кто знает, сколько стоит в Авлу-Бич вход. Мне просто лень звонить. Если кто-то знает, напишите. Спасибо. Все, всем хорошего дня. Желаю продуктивного. Еще раз покажу моречко. Его не видно, правда? Сегодня море у нас слилось с небом. Все, всем хорошего дня, дорогие друзья. Всех целую. Всем пока.